Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать достаточно распространенный, но в то же время очень красивый и простой мотив. Так он выглядит по изнаночке. И на его основе в дальнейшем мы с вами научимся вязать несколько видов ленточного кружева. Вяжется очень просто, выглядят мотивы великолепно. Вы можете их использовать как самостоятельный элемент в качестве салфетки, в различных кружевах, просто для декора. А можете использовать, как и я в дальнейшем, для создания ленточного кружева. В уроке я даю схему, выполненную в моей студии, и приступим к работе. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Такой мотив будет великолепно смотреться буквально из любой пряжи, причем любой толщины. Присоединяйтесь, не забывайте подписываться, кто еще не подписался. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и приступим к работе. Начинаем выполнение нашей ленты с 12 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово. И далее я буду выполнять 24 столбика без накида в это колечко. Смотрите, сначала я выполняю одну воздушную петлю. В работе она у меня участвовать не будет. А в само колечко я выполняю 24 столбика. И считаю 1, 2. При этом, видите, нить я прокладываю и прям провязываю вместе со своими столбиками цепочкой. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И теперь смотрите, я беру вот чуть-чуть подтягиваю, столбики, чтобы у меня поместилось 24 столбика. 20 я выполнила. Мне осталось выполнить 4. 21, 22, 23, 24. Я выполнила 24 столбика. Потом вы равномерно еще их подтянете, распределите по нашему колечку. И смотрите очень внимательно. Я пропускаю воздушную петлю, которую мы выполнили в начале ряда. Напоминаю, она у меня в работе не участвует, а ввожу крючок в вершинку столбика. Захватываю за обе полупетли и выполняю соединительную. Все, мой круговой ряд завершен. Ниточку можно еще раз вокруг колечка иголочкой или крючком проложить и обрезать. Можно обрезать сейчас, она уже никуда не денется, скажем так. И далее я буду выполнять ряд столбиков с накидом и арочки. Я продолжаю работу. И смотрите, начинаю выполнение ряда с 3 воздушных петелечек подъема. Далее я выполняю арку из 2 воздушных. Далее накид на крючок. Смотрите, я пропускаю вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. И так я буду продолжать выполнять арочку из 2 воздушных, накид, пропускаю вершинку, в следующую столбик с накидом.
Арочка из 2 воздушных, пропускаю вершинку, столбик с накидом. Так я буду выполнять до конца моего ряда. И всего у меня должно получиться 12 арочек из 2 воздушных. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили 12 арочек из 2 воздушных петелечек, выполнили столбики с накидом и завершаем выполнение нашего второго ряда. 1, 2, 3. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Немножечко поправляем вот так аккуратненько. И теперь я могу приступить к выполнению ряда лепестков. Лепестки у нас такие с вами красивые будут и интересные. Смотрите, начинаю я выполнение. Я под арку выполняю соединительную, воздушную и далее столбик без накида. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили 9 воздушных петелечек. Далее очень внимательно. Я выполняю 3 воздушные петли подъема, накид на крючок и смотрите, ввожу крючок в 4-ю петлю от крючка и выполняю столбик с накидом. Далее я буду выполнять столбики с накидом под воздушные петли. И всего у меня их должно получиться 14. Первый столбик уже готов. Это у меня второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. 10, 11, 12, 13 и 14. Мы выполнили 14 столбиков под наши воздушные петелечки. Первый столбик мы выполнили воздушную. Это для того, чтобы наши столбики не двигались, а плотненько и красиво вот так аккуратненько располагались. Выполнили. И далее смотрите, что мы с вами делаем. Мы вводим крючок под следующую арочку из 2 воздушных и выполняем столбик без накида. Далее мы приступаем к выполнению следующего лепестка. Этот у нас лепесток с вами не завершенный, мы его затем завершим. А сейчас мы выполняем лепесточек следующий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опять же арочка из 9 воздушных. Работу разворачиваем, накид на крючок, и я отсчитываю 6 вершинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-ю вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее воздушная, пропускаю вершинку, столбик с накидом. Воздушная, пропускаю вершинку, столбик с накидом. Воздушная, пропускаю вершинку, столбик с накидом. Воздушная, и теперь смотрите, пропускаю и в воздушную петлю подъема, вот она у меня сразу идет, видите, после вершинки, столбик с накидом. Можете себя проверить, всего у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Выполнили.
Далее я работу разворачиваю и выполняю 3 воздушные петли. 1, 2, 3 подъема. 1 воздушная петля арочки, накид. И теперь ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Вот таким образом. И смотрите, над всеми столбиками мы провязываем столбики. То есть над воздушную делаем, над столбиком столбики. Вот таким образом. Ничего сложного. Воздушная и столбик с накидом. Выполнили. Видите, такая сеточка у нас с вами красивая, аккуратная получилась. И далее мы выполняем под арочку, как и здесь, 14 столбиков с накидом. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Мы выполнили 14 столбиков и, как и ранее, вводим крючок под следующую вершинку, выполняем столбик без накида. Вот такой лепесточек у нас с вами готов. И далее мы с вами будем повторять все точно так же. Смотрите, я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Что мы делаем? Мы выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушных. Работу разворачивая, накид и отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 7 петлю я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее воздушная, пропускаю столбик с накидом. 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 Видите, да? Ну, то есть повторяется все то же самое. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков выполнили. Очень легко запомнить. Уже здесь начинается сеточка. Значит, мы с вами работу разворачиваем. Выполняем 1, 2, 3 и 1. И вершинку. Воздушная и вершинку. Воздушная и вершинку. Воздушная и вершинку. Видите? И далее под арочку 14 столбиков с накидом. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3 и так далее. Вот видите, такая красота у нас получается. Далее мы завершаем столбик без накида и продолжаем так выполнять наши лепесточки. Я завершу выполнение нашего ряда вместе с вами. Мы с вами выполнили 12 лепесточков нашего мотива, такого цветочного, как и договаривались. Можете просчитать, обязательно себя проверьте. И я покажу, как завершить выполнение нашего цветочного мотива. Оно такое не совсем обычное. Смотрите, после того, как мы выполнили последний лепесток,
мы пропускаем воздушную петлю, которая была выполнена в начале ряда, вводим крючок в вершинку столбика без накида и выполняем соединительную. Выполнили. Далее, очень внимательно, я работу разворачиваю и буду в вершинку столбиков наших выполнять соединительные петелечки. Считаем. Всего я выполню 7 соединительных петель или столбиков. Вот таким образом. Раз. Внимательно, аккуратненько не затягивайте. Она четко должна повторить петлю вашего столбика. 2. Ну, то есть вершинку. 3. 4. 5. 6, 7. Выполнили. Далее я работу разворачиваю вот таким образом и выполняю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Выполнили. Далее я ввожу крючок. Вот видите мой мотив, самый первый лепесток, да, ну, мотив или, скажем так, часть мотива, которую я в начале выполняла. И вот мои петелечки подъема. Их хорошо видно. И я отсчитываю, вот удобнее отсчитывать сверху. 1, 2, 3. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема, аккуратненько захватывайтесь за 2 нити, чтобы ваша петелечка не вытягивалась, и выполняю соединительную вот таким образом. Мы закрепились и далее продолжим выполнять наши столбики с воздушными петелечками. Что мы дальше с вами делаем? Мы выполняем одну воздушную петелечку. Эта петля у нас арки с вами будет. Работу разворачиваем. Выполняем накид на крючок. Пропускаем вершинку одного столбика. И следующую вершинку вводим крючок. Выполняем столбик с накидом. Воздушная, накид. Пропускаем следующую вершинку. Столбик с накидом. Воздушная, накид, пропускаем, столбик с накидом. Воздушная, накид, пропускаем вершинку. И видите, мы даже можем себя проверить, если у нас это последний столбик, который вот связан в предыдущем лепестке, мы выполнили все верно. Можем себя проверить. Смотрите, 1, 2, 3, 4 у нас с вами такие арочки получились. Точно так же, как 1, 2, 3, 4 в предыдущем лепестке. Далее мы выполняем с вами 1, 2, 3, 4 воздушные. То есть все точно так же, как выполняли и ранее. Работу разворачиваем. Выполняем накид на крючок и будем провязывать наши столбики, вершинку столбиков. Выполнили воздушная, накид, вершинку, столбик с накидом. Воздушная, столбик с накидом. Выполнили. И далее внимательно воздушная. И видите, да, вот наши петелечки подъема. Я ввожу крючок, куда уже провязывалась наш с вами столбик. Вот видно эту петлю. И выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. Моя работа завершена. И вот такой красивый, нежный, цветочный мотив у нас с вами получился. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень нежный, красивый мотив. Сразу напомню вам, что для тех, кто умеет читать схемки, в уроке дана схема, выполненная моей студией. Мотив очень просто вяжется, смотрится великолепно. Вы можете его выполнить с пряжи буквально любой толщины. Он интересно и красиво будет смотреться.
И в дальнейшем на основе этого мотива, вот видите, я специально ниточку не отрывала, мы выполним несколько видов ленточного кружева. Присоединяйтесь. Не забывайте подписываться, кто еще не подписался, ставить лайки, обязательно пишите в комментариях. Начали вы уже такой мотивчик вязать, где вы его собираетесь использовать. До новых встреч и творческих вам успехов!